Ну давай, поехали. Мы уже дрова заложили. Дрова я уже показал примерно какие. Ну, мы рекомендуем, чтобы задымление стекла было минимальное. Первое, использовать сухие дрова лиственных пород и использовать верхний розжиг. Потому что при верхнем розжиге выделяется гораздо меньше дымовых газов, которые заполняют топливник и могут закоптить стекло. Нижнюю надо открыть, поддувало подачу нижнего воздуха. Открыто, да? Да. Ну вот и. Ну давайте зажигаем. Видите, мы дрова березовые положили вниз топливника, а сверху положили такие щепочки тоже сухие. Ну давай, Саш. Ну, обыкновенно все вот. Немножко щепочек сухих, бумажка и зажигалка. Да, подольше подержи, не стесняйся. Ну, давайте закрываем и пусть пламя принимается. Дымоход здесь очень своеобразный. Это естественная тяга, Кирилл? Естественно. Ну, видите, вот мы рекомендуем дымоход прямой. Здесь же он не совсем такой, но тем не менее. Ну, дымоход через какое-то время прогреется, пока устойчивой тяги нет. Ну, пока можно посмотреть на внешний вид этого камина. Мы уделили большое внимание его дизайну, пропорциям. Ну, самым главным элементом является такое вот цилиндрическое стекло. Аналогов среди российских изделий мы не видели. Ну, вопрос пропорций, дизайна, это, безусловно, вопрос вкуса. Но мы делали в соответствии с теми вкусовыми требованиями, которые есть у нас. То, что это должно понравиться всем, мы не претендовали. Камин Визиера — это не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Ну, нам он нравится, и он нравится многим. Ну, вот потихоньку идет розжиг. Вот, наверное, многие видели предыдущие лабораторные видео о том, как в этом камине, на несколько часов, на 3-4 часа появляется эффект такого парящего пламени, которое достичь, довольно легко, выполняя простые наши инструкции и требования руководства по эксплуатации. Вот попробуем все это показать. Снимаем в реальном времени. Я повторюсь, что мы находимся в магазине «Дачный эксперт». Замечательный, хороший очень магазин. Ну вот пламя пошло веселей. Ну, по сути, мы сейчас выполняем первое такое действие по получению красивого парящего пламени на много часов. Для этого надо нажечь кучку углей. В которые должны превратиться вот эти вот дрова. Ну, еще раз делаю акцент, если вы покупаете довольно такую дорогую печь, которая может выполнять такие интересные визуальные эффекты с пламенем, то, пожалуйста, выполняйте несложные наши требования к дровам, к топливу. Но вот нет же ничего такого хитрого в этих березовых поленьях, которые полежали на улице.
Не используйте сырую елку, сырую хвою, из которой будет много выделяться очень всякой пиролизной дряни, которая будет просто закапчивать стекло. Ну, видите, что дымление первоначальное в топливнике практически исчезло. То есть те пиролизные газы, которые выделяются из щепы для растопки, они сгорают, а не конденсируются в виде вот этого белесого дыма. Но вот потихонечку вот эти угольки от щепочек будут сыпаться вниз. Верхняя подача воздуха сейчас открыта, и поэтому те дрова березовые, которые мы заложили вот такой поленницей вниз, видите, они уже начинают прихватываться. Но обратите внимание, что вот стеклышко как было безупречно чистое, так оно и остается безупречно чистое. Ну, видео никакого экшена не предполагает. Наоборот, мы постараемся снять такое скучное видео, максимально вот в реальном времени, от розжига до получения парящего пламени. Попозже просто поставим камеру на штатив, и вот эта картинка «Кино про огонь» будет транслироваться. Я думаю, что вряд ли кто в России пишет более толстые и подробные руководства по эксплуатации. Чем мы. Вот там все подробно написано. Что как делать, какое топливо использовать, с какого конца поджигать, что делать и так далее. Ну, метаться по кадру в стиле Анатолий я не буду, это не мой стиль. Задача Толи делать красивые видео, моя задача проектировать и серийно производить вот такие изделия. Задача комментаторов – комментировать, критиковать, конструктивно и неконструктивно. Наша задача делать, совершенствовать изделия. Но очень приятно, что вот сотрудники этого магазина, где мы находимся, это мои бывшие сотрудники, которые проработали у меня в компании много лет, за что им спасибо большое. Ну, теперь они делают такие замечательные магазины. Ну, не только в этой фирме. Многие торговые организации производственные, которые работают на печном российском рынке, это выходцы из нашей компании. Вот видите, преимущество верхнего розжига. Абсолютно все чисто, никакого дыма. Но поскольку у нас открытый нижний и верхний воздух, то видно, как вот на бликует свет. Постараюсь отсюда снять. Видно, как верхняя подача воздуха тоже работает. Ну, к сожалению, до выхлопа дымовой трубы на крыше мы не доберемся. Ну, я и так знаю, там сейчас, кроме такого воздушного марева, ничего нету, никакого дыма, ничего. Потому что температура в топливнике очень высокая, и подача воздуха организована грамотно, поэтому горение максимально чистое.
Ну, если у кого будут вопросы по длительности горения, то я скажу, в лаборатории мы ставили закладку на 5 часов. Это горение красивое, с минимальной мощностью. Но отопительного эффекта от этого, конечно, большого ждать не стоит. Это просто, скорее всего, такая красивая декорация. Если одну закладку дров, имеющий определенную теплоторную способность, растянуть на много-много часов, допустим, на 4-5 часов, то больших чудес по отоплению ждать не надо. Законы сохранения энергии никто не отменял. Ну, видите, как красиво, чистенько горит. Что никаких даже намеков на закопчение стекла, которое присутствовало в прошлом видео, нету. Почему? Да потому что мы соблюдаем элементарные простые правила по растопке камина чистого горения. Кстати, те комментаторы, которые топили в стиле «все русское говно, а все зарубежное там замечательно», я могу ответить, что на ютубе огромное количество зарубежных печей чистого горения, знаменитых, как вы говорите, производителей, у которых стекло закопчено в хлам. По той же простой причине нарушения условий эксплуатации, розжига, применения топлива и так далее. Вот если вы покупаете автомобиль, там написано на бачке заливать 95-й бензин, вы же не заливаете туда 76-й, разбавленный ослиной мочой. Машина не поедет, так камин. Ну, еще раз, теория вот верхнего розжига в чем хорошо? Когда мы разжигаем дрова снизу, то снизу происходит выделение пиролизных газов, которые не успевают сгорать. И они конденсируются в виде такого белесого дыма, который осаждается на всех холодных поверхностях, конденсируется и происходит закапчивание. Здесь же, когда мы подожгли сверху, то есть те пиролизные газы оказываются уже вот в пламени. И поэтому вот конденсироваться этим пиролизным газом просто негде, потому что температура гораздо выше точки росы. И достаточно для того, чтобы эти пиролизные газы сжигать. Порядка там 500 градусов, наверное, есть. Топливник со всех сторон теплоизолирован. Для нас это изделие новое, оно чуть меньше года в серии, и поэтому мы сейчас тщательно набираем разные рекламации. Изделие дорабатывается постоянно, оно живет, мы не останавливаемся на его совершенствовании. Ну, все знают, что такого огромного ассортимента, как есть в компании ТМФ, нет ни одной другой печной российской фирмы. Но это не самое главное. Самое главное отличие изделий нашей компании в том, что на сегодня ни одна российская фирма не в состоянии технологически их воспроизвести. Этот тезис я говорил в разных оппонирующих аудиториях, и никто мне возразить не смог. То, что может делать ТМФ, не может делать никто на сегодня в России. Да, для нас это новая тема. Да, у нас нет опыта в много десятилетий проектирования и изготовления таких изделий. Но это не повод, чтобы не пытаться ими заниматься. Это я таким критикам говорю, которые говорят, что нам там как до Китая раком, там до них и так далее. Ну и что? Мы этот путь пройдем, раком, не раком, но пройдем. Любой большой путь начинается с первого шага. Вот Визира — это первый шаг к изготовлению красивых российских каминов чистого горения. Так, что-то я заколебался стоять. Можно мне стульчик, а? Я хоть сяду пока. Тут стою, тут буква Изю. Работаю штативом, по сути говоря. Угу, спасибо, Кир. Вот сейчас усяду, будет мне комфортно. Ну, видите, стекло какое чистенькое.
Прям как нецелованная. Хотя камин тут уже полгода юзается довольно часто. Мы его протерли немножко. Ну, еще такой, как бы, вот есть такая байка, что вот, типа, вот у русских говенных каминов стекла коптятся, а у западных не коптятся. Друзья мои, я вам скажу, что все мировые химические корпорации в своем ассортименте тысячами тонн выпускают средства для очистки каминных стекол. И я не думаю, что эти все объемы производства химических средств для очистки каминных стекол выпускаются для того, чтобы чистить стекло визиеры. Не-не-не. Все каминные стекла коптятся. Я не то чтобы весь мир объехал, но много где был. И везде, где есть камин, любой, дорогой, дешевый, чугунный, стальной, везде у всех в домохозяйстве есть 1, 2, 3 бутылочки для того, чтобы очищать копоть со стекол. Физика, она везде одна. Ну, как бы вот. Ну вот, прошло у меня 16 минут по хронометру после розжига. Вот только-только начинает заниматься нижняя закладка дров березовых. Ну, сколько, наверное, год они у нас лежали на улице. Обыкновенные дрова мы купили, машину на улице, которая стоит вдоль дорог во всех российских городах. Бросили под навес, да. Стояло это на свежем воздухе. Ну, немножко напомню теории, чтобы эфир заполнять каким-то образом на фоне этой скучной картинки. Ну, чтобы получить парящее пламя, нужно использовать те возможности пиролизного горения, которые используются в этом камине. Что это такое? Ну вот, у любых дров есть 2 фазы горения. Ну, я достаточно упрощенно говорю, популярно, но это, тем не менее, для простоты понимания. Первая фаза горения – это при нагреве деревяшки. Из нее начинают выделяться в виде газа те пиролизные химические вещества, которые содержатся в любой древесине. То есть эти вещества закипают, испаряются и выбрасываются наружу из полена. Там они либо сгорают, либо конденсируются. Ну, так же, как вот пар конденсируется в виде тумана, точно так же вот эти вот пиролизные химические вещества, содержащиеся в древесине, конденсируются в виде вот этого белесого дыма, белого такого. Так вот, в чем задача вот этого камина пиролизного горения? Из поленьев выделить вот эти пиролизные газы в нижней части топливника и сжечь их в верхней части топливника. Но чем попробуем мы сегодня позаниматься? Вот сейчас мы нажигаем кучу углей, березовых, таких хороших, нажористых углей. Затем мы на эту кучу углей положим, ну, вот такие поленья чуть покрупнее. Вот это такие вот мы сжигаем поленья потоньше, а здесь такие они вот пожирнее, что ли, да? Вот. И что будет происходить? На эти поленья, которые потолще, мы их потом положим на кучу нажженных углей, из них начнут выделяться пиролизные газы, но поскольку нижний воздух мы перекроем, они сгорать там не будут. Почему? Потому что температура там есть, а окислителя, кислорода воздуха, нету. И только после того, как они будут подниматься в верхнюю часть камина, вон туда, вот не видно нифига, бликует, там они будут сгорать. Почему? Потому что там есть температура и там есть воздух. Кстати, если вот внимательно посмотреть на то, как горит полено, вот давайте посмотрим вот сюда, ну, видно, что это горение очень напоминает горение вот газовой горелки. Видите, вот из полена выделяются пиролизные газы, и тут же они загораются.
Но вот речь шла о том, что этот камин горит 40 минут. Конечно же, это неправильно. Несмотря на то, что Кирилл очень опытный, матерый специалист, и Толя еще более матерый, но тут они немножко маху дали. И на старуху бывает проруха. Вот видите, что горение идет непрерывно уже 20 минут, а закладка дров, ну не знаю сколько там, 3 килограмма, может быть, не положили. Она еще только-только занимается. Только-только занимается. Ну, напомню, что сейчас полностью открыта нижняя подача воздуха, полностью открыта верхняя подача воздуха и полностью открыт шибер. Вот он в вертикальном положении. Видите, что щепочки уже превратились почти в угли. И, собственно, вот если продолжать разговоры о пиролизном горении, то видно, что вот из поленьев вот эти газы вырываются, как из газовой горелки. А вот видите, из этих угольков уже ничего не вырывается. Почему? Да потому что уже выкипело, испарилось и сгорело. Это вот вторая фаза горения дров, это угольное горение, которое обладает совершенно другими свойствами, нежели пиролизное горение. Но обратите внимание, что вот даже вот малейшего намека на копчение стекла, ну, пока нету, да и браться неоткуда. Дрова хорошие, разожгли сверху, тяга сформировалась, все чистенько, хорошо. Тут какой-то шум, ремонтные работы идут, но надеюсь, он нам с вами не мешает любоваться огоньком. Да, забыл сказать, печь это, безусловно, подовая. Она со всех сторон. Топка экранирована теплоизолятором, что позволяет создать высокую температуру в топке, хорошие условия для чистого горения. То есть практически все пиролизные газы, которые выделяются из деревяшки, они сгорают. Достаточно температуры, достаточно воздуха. Ну, повторюсь, что мы очень тщательно работаем с формой, очень тщательно работаем вообще с формообразованием. Нам кажется, что те пропорции, которые заложены в этом изделии, ну, они ласкают взгляд. И вот сказать, что вот каким-то образом это изделие явно уж отличается от изделий западных фирм по форм-фактору, ну, это надо быть очень предвзятым. Ну, повторюсь, то, что для нас эта тема новая, любое дело когда-то было новое для всех, в том числе и для маститых западных ребят. Ну, собственно, чего мы ждем, я могу повторить. Мы ждем, когда вот эта первая закладка дров превратится в такую симпатичную кучу березовых углей.
Так, ну вот кто самый дотошный? Вот кто-нибудь видит признаки закапчивания стекла? Ну, вроде нет. Ну вот уже 25 минут у меня на хронометре, на видеокамере. Но при этом еще вот закладка только-только тронулась. Только-только тронулась. Только-только принялась. Вот даже если к камину не подходить и ничего с ним не делать, ну, я думаю, все это вот, этот процесс будет продолжаться часа 3 как минимум. Ну, еще скажу, что для корректировки вот картины горения можно разно экспериментировать с раскладкой дров. Ну, видите, мы дрова уложили достаточно плотненько. Прямо такой поленницей, что ли, вот. По ширине топки. Поэтому вот картина горения такая, что языки в основном вырываются, ну, справа и слева. Ну, можно укладывать дрова костерком. Можно укладывать еще как-то. Но при этом качество горения, вот эта вот картинка огня, ну, собственно, ради которой, наверное, и покупаются эти камины, будет очень красивой. Вот видите, сейчас пламя вырывается в основном по бокам. Раскладывайте как хотите эти поленья вдоль, поперек. Только, ну, берите, пожалуйста, нормальные березовые дрова, уличные сушки. Я же не говорю про мебельную какую-то там влажность. Там, ну вот, 20%, как мы рекомендуем. Так, я боюсь, что у меня батарейка в смартфоне сядет раньше, чем... Так, ну вот опять о длительности горения. Ну, не знаю, 3 килограмма от силы дров. Горят вот полчаса, еще вот даже. Только-только чуть сверху подернулись угольком. Я думаю, что сотрудники магазина внимательно смотрят, что здесь происходит. Надеюсь, что-то они полезного извлекут. Давайте пару слов с Кириллом поговорим, который
много лет отработал у нас в компании. Кирилл, ну пару вопросов. Вот очень просто такой вопрос, давай на фоне как-то встанем поближе. Вот есть ли какое-то изделие подобное у российских производителей, чтобы сказать рядом, да, вот такое-то, по такой же цене примерно, и с такими же качествами потребительскими? Соотношение цена-качество и плюс дизайнерский подход нет. Ну, спасибо. Нет. Ага, спасибо. Ну, я думаю, Кирилл абсолютно не предвзят, и в его квалификации вряд ли кому придется сомневаться. Ну, спасибо. То есть российских аналогов этого изделия нет, говорит компетентнейший человек. Нам совершенно не стыдно, что есть какие-то мелкие недочеты, с которыми мы работаем, потому что, ну, любой путь начинается с совершения некоторых ошибок. Мы получаем обратные связи, мы с ними работаем постоянно. Повторяю, что ни в одной российской фирмы нет такого ассортимента разнообразного изделия, как в компании ТМФ. Мы все успеваем заниматься и каминами, и банными печами, и котлами водогрейными, и портативной тематикой. При этом работаем в широчайшем диапазоне технологий. Это и обработка листового металла, это и литье чугуна, это обработка природного камня, это изготовление терракотовой керамики, ну и так далее, и так далее. То есть вот очень много разнообразных групп мы выводим на рынок изделий. Вот в магазине какая-то своя жизнь идет. Мы тут дурака валяем, сидим у огонька. Чего и вам желаем. Я думаю, что нет такого интерьера, который бы печка Менвезиера собой испортила бы или опустила, что ли. Нет, конечно, она очень элегантная, эргономичная, пишется в любой интерьер. Но то, что было требование, вот как бы какой-то снизу делать склад для дров, ну, мне кажется, это фигня полная. Дров для камина нужно побольше, чем вот можно напихать в пот. От них там есть некий мусор, всегда труха всякая разная, поэтому вот камин отдельно, дровница отдельно. Ну, для кого нога дурацкая, для меня так очень изящная и красивая, как все пропорции этого изделия. Так, что-то у меня рука затекла уже сидеть.